Блин, такой мощный мужик. Бедняга. Ты потерялся. Он в таком... В таком шоке, товарищ, тут лежит один. А можешь еще чуть-чуть, пожалуйста, вперед проехать? Ты злишься? Главное вот этот замок закрыть хорошо, он плохо закрывается, до конца надо. В общем, он все еще спит, я уже не знаю, сколько времени прошло, мы ездили в магазин, я ему вон там вот настелила сено, будку мы не стали брать, я хотела вчера добавить, она там 4000 стоит, но так подумала, что, наверное, с ней она будет не нужна здесь, потому что, как бы, с псом мы будем думать, что делать. Кажется, ему нравится. Шучу, на самом деле он просто просыпается. Привет! Я сейчас пришла, разговаривала с ним. Он, честное слово, хвостиком вилял. Товарищ, ну чего ты, просыпайся. Блин, во мне просыпаются. Когда мы к нему подошли, он попытался привстать, нарычал на нас с горем пополам. Ну, то есть видно было, что он не просто может прикусить, а готов. Порыкивает на меня немного. Перелег на сено. Вот. Ну, будку мы ему не стали ставить, потому что в дальнейшем, скорее всего, мы будкой пользоваться не будем. Ну что, доброе утро. Слушайте, он радуется. Да, привет. Привет. Товарищ проснулся, от наркоза еще не отошел, стоит криво-косо, зато уже кушает. Я когда занаркозили, он все, что там ел, выплюнул, ну, его вырвало пару раз. Поэтому он тут вон. Скорее. Надеюсь, так и дальше будет какое-то полное смирение с ситуацией. Но я вижу, что он еще под... Да, Халим, да, мой мальчик, да, мой сладкий. То, к чему мы готовились, и то, что у нас сейчас. Ну что, это просто уже... Это что за лапа? Такой хороший мальчик. Халимушка. Ой, как Халимушка рад. Да? Скажи, со всеми девчонками познакомился? Ну, девчонки тебе, конечно, нравятся. Блин, вот он монстр. Такой огромный. Куча внимания. Все сразу такие маленькие по сравнению с ним. Герочка. Блин, она такая счастливая стала. Бедная Шерри, посмотри, ее две... Посмотри, Мия... Посмотри на Мию и на Шерри.
Берри и Геру. Мия рычит на Геру, потому что Ты вообще большой мальчик. он огромный. Большой мальчик, да. Да, да, да. А ее прикусывает. Мия на Геру? Да. Или на Шерри? Нет, не на Шерри, а Шерри она как блошек чешет. Очень страшное бревно. Ну, вообще все новые вещи так нюхает. Очень страшно. Блин, ну... Ой, привет, все, привет. Да, сейчас Арут встанет, пойдет с тобой гулять. Фу, ножки у тебя воняют, не буду больше трогать. Нет. Никакой. Но мы, конечно, его туда не выпускаем. В любом случае, я рисковать не готова. Я всем говорю, что для меня самое ценное — это косули. Я туда никого не пускаю. Мешок бросается. Я тоже сейчас смотрю, там рядом у нас мешки стоят, и я тоже про мешок подумала. Как будто мешком в тебя швырнули. Видно, что молодой просто, наверное. Так любит поиграться. Но когда его из вольера выпускаешь, он супер перевозбужден. Я пытаюсь его научить успокаиваться, но он пока вообще не понимает, что это такое. Когда он видит, что я начинаю дверь открывать, начинает щемиться просто. Да, Очень кто молодой. просил? Слушай, да он где-то Керен ровесник. Думаешь? Правда, ну супер молодой, зубы белые. Ну, годик ему это максимум, мне кажется. А то, что тут дядька рассказывал, Что? что он его 2 года привозил назад. Смотрит на кошку, какая реакция. Смотрит на меня, успокаивается. Гер, Да еще рано, наверное. смотри, какое небо синее у меня в экране и какое оно в реальности. Короче, гранулы реально большие, и Халим их прямо жует. Это очень классно. Вообще у собак крупных пород есть проблемка, что не совсем просто найти хорошие гранулы. Меня сначала они испугали, а сейчас я думаю, блин, это очень круто, что Халим не понимает, как залезть по лестнице и делает так. Халим! А тут лежит зерно, куриный корм, и там есть мясокостная мука и Халимушка кушает, немножко настороженно кушает. Начинаем его кормить вне вольера, пока без собак. Ну, точнее, собаки здесь, они просто не подходят, мы их не пускаем, дабы не словить какую-нибудь пищевую агрессию. Вот эти вот ласты на ногах, это плохо. Халимушка кушает, немножко настороженно кушает. Начинаем его кормить вне вольера, пока без собак. Ну, точнее, собаки здесь, они просто не подходят, мы их не пускаем, дабы не словить какую-нибудь пищевую агрессию. Вот эти вот
вторую? Да, мой мальчик. Халимушка. И минусы тут не чувствуются. Счастливый Халимушка. Да, Халимушка? Ой, ты прям на ступеньку смог залезть. Надо это еще завтра попробовать, когда Халим первый раз все-таки выходит. Что? Когда первый раз Халим выходит. А теперь чуть опять поиграем. Привет, ты меня в окно увидел? То есть мы играемся, он играется. Мы его успокаиваем, он успокаивается. Отличный пес, забирайте недорого. Так, пока кошка лазила по мне, переворачивала половину подоконника, Халим лапу давал за команду. А ну тихо! Собаки у нас дома. Поцелушки у Халима. Ну что ж там Рони собирает, а? Ой, какой мячик! Ай, мячик! Что еще для счастья, скажи, надо? Мячик принести. Халимушка, блин, кабанчик. А кинь еще мою игрушечку? Ай, Халимчик, Халимчик. Ай, Халимушка, Халим. Лапки болят, наверное, да, мальчик? А можно в другую сторону? Халимушка кушает. Видите, кстати, у него коцки на щеке. Это мы так его знакомились с Марсом. Халим очень настойчиво начал знакомиться. Марсу этот напор не понравился. В общем, с Марсом они пока не общаются. Со всеми остальными общаются хорошо. Блин, он уже кажется не таким большим. Кажется уже не таким большим. Ага. Ну, самое оно. Говняные лапы прям.